Приветствую гостей и подписчиков моего канала в моем небольшом, но уютном саду в этот теплый и солнечный день 16 июня 2020 года в городе Астрахань. Сегодня хотел рассказать вам об одном оригинальном методе обрезки груши, который я выполнил около 10 дней тому назад. Дерево, о котором пойдет речь в моем видеоролике, перед вами это дерево груша. Оно было посажено в прошлом году. Я его покупал как клоновидную грушу, но продавец, мягко говоря, слукавил и продал мне, скорее всего, обычное дерево грушу. Это, конечно же, не клоновидное, потому что посмотрите, какой у него уже рост у этого дерева. Это учитывая, что я его еще обрезал очень сильно весной этого года. Ну вот, к примеру, вы можете увидеть отличие от карликовой клоновидной груши. Таких груш у меня 5. И той груши, о которой идет речь в ролике. Разница, конечно, колоссальная. Этой груши уже 2 года, а прирост она дает в год всего 20-30 сантиметров. Вот она всего какая через 2 года. Ну, соответственно, плодов еще не было. Вот я показываю вам, на каком уровне я обрезал это дерево весной. Как вы можете видеть, в этом году вертикальные побеги дали очень сильный рост. Я принял решение избавиться от прироста в этом году практически на 80%. Сад у меня очень небольшой, больших деревьев у меня нету. У меня большую часть сада занимает клоновидные плодовые деревья, поэтому я решил сразу ограничить рост этой груши, не дать ей расти вверх и, соответственно, не портить антураж моего сада. Таким образом, удалив прирост за этот год, я преследовал 2 цели. Первое – это я избавляюсь от ненужных вертикальных побегов, от которых практически нет толка. А урожай, как вы знаете, у груши только на горизонтальных ветках, ну, за исключением, может быть, клоновидной карликовой груши. Во-вторых, усиленный рост вертикальных веток вверх оттягивает на себя значительные силы дерева, которые могли бы пойти на рост будущих плодов. А вот здесь самое интересное. Здесь на самом стволе мы видим плодовые образования, которые впоследствии могут быть грушами. Таким образом, удалив прирост за этот год, я способствую тому, чтобы груша свою большую часть сил дала на урожай будущего года. Таким образом, прирост этой груши в этом году будет совсем небольшим. Вот смотрите, здесь от силы сантиметров 15. Я решил прирост в этом году не наращивать, то есть он останется вот на таком уровне, что здесь, что сверху. Я думаю, вам очень понравился этот метод. Возьмите это на вооружение, у кого маленький сад. Ну и будем, конечно же, вместе следить за этой грушей. У меня такое ощущение, что на следующий год она даст урожай и именно на стволе. На этом мое короткое видео подошло к концу, в котором я вам постарался рассказать об оригинальном методе обрезки груши, который выполнил 10 дней назад. Применяйте этот метод также, если хотите вырастить хороший урожай.
Надеюсь, видео вам очень понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик. Впереди вас ждет очень много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.